Привет всем зрителям моего канала. Привет всем, кто пришел на этот расклад. Тема этого расклада — любовь к себе. Я предлагаю поисследовать любовь к себе для каждого из вас, в чем она проявляется для вас. Если есть нелюбовь к себе, то также в чем она проявляется, как именно это может проявляться, в чем причины этого и рекомендации от карт. Вот такая сегодня интересная тема. Кстати, перед тем, как я начну раскладывать карты, нажмите, пожалуйста, может быть, паузу или спуститесь в комментарии и напишите, как вы думаете или чувствуете, насколько вы любите себя и что для вас любовь к себе. Очень интересно будет узнать. Так, ну что, пока не знаю точно, сколько будет раскладов в этом видео. Я приготовила несколько колод карт. Будем смотреть, как пойдет. Так, будем отвечать на вопросы. Вот выпали уже некоторые карты, которые показывают некий возможный конфликт в этих вопросах. Будем отвечать на вопросы: люблю ли я себя, в чем проявляется эта любовь, в чем она может закрываться, в чем, наоборот, может проявляться какая-то нелюбовь к себе, в чем могут быть причины этого. И будем спрашивать рекомендации карт. Смотрите, все такие карты, пока я с вами разговариваю, пока настраиваюсь на расклад, карты для вас выпадают все такие немного, знаете, напряженные, может быть, конфликтные. То есть такое есть ощущение. Поправьте меня, если я не права, напишите в комментариях свое видение, свое мнение, что это такая тема немножко может быть острая. Или, знаете, мне и так идет, что она может быть табуирована. Знаете, даже идет такое табуирование, она такая тема для вас закрытая. Вообще, часто ли вы задумываетесь на тему любви к себе? Если вы мой постоянный подписчик, и если вы меня часто читаете, смотрите в Инстаграм, может быть, и здесь, в YouTube, то, наверное, вы об этом вопросе задумываетесь, наверняка. Потому что я периодически об этом пишу, рассказываю, делаю какие-то исследования на эту тему. Смотрите, все мечевые масти нам показывают, пока мы с вами разговариваем. Но в целом мне идет такая информация, что эта тема очень табуирована. Вы знаете, наши родители, наши бабушки, дедушки, они выросли в таких условиях чаще всего. Не все, но, наверное, большая часть. Если мы выходцы из стран Советского Союза, и мы знаем, как жили наши мамы в более молодом возрасте, как жили наши бабушки, дедушки, то действительно вот эта вот тема любовь к себе, она такая табуированная достаточно. Она достаточно закрытая, не принято было на эту тему думать, на эту тему рассуждать, размышлять. В какой-то степени это даже стыдно. Смотрите, опять мечевая карта. И это вызывает очень большой конфликт. И, к огромному сожалению, именно с этими темами приходят и в том числе ко мне люди на сессии Theta Healing. И в целом мы вот как раз такие люди, которые являются, знаете, такими постоянными клиентами психотерапевтов, психологов и вот всяких таких прочих специалистов, подобных направлений. Вот как-то приходится, знаете, начинать вообще разбираться в этой теме, не просто думать, разбираться, но исцелять это, понимать, откуда это, в чем причина, и, собственно, работать с этим и исцелять. Приходится, знаете, как заново учить себя,
вообще такому пониманию, что значит любовь к себе, и неужели можно себя любить и при этом не чувствовать себя виноватой или эгоистичной или еще что-нибудь в этом духе, и как это вообще делать. Вот. Так что вот такая вот интересная тема пришла. Предлагаю ее поисследовать. Ну что, первый расклад. Да? Для тех, кто выберет первый расклад, вытягиваю карты. Угу. Угу. Так. Угу. Вот так вот как-то мне идет, что по 5 карт я вытягиваю. Посмотрим дальше, что с этим делать. Так, вторая колода мне просится вот это. Угу. Так. Угу. Ну и давайте возьмем колоду из карт ведьмы Таро. Так, сейчас я поняла, что я хочу ее немножко попереворачивать. Сейчас, секунду. Чуть-чуть. Угу. Так. И давайте третий расклад. Я на всякий случай также приготовила колоду карт Монара. Но пока не понимаю, она хочет быть отдельным раскладом или она хочет быть подсказками. Такое ощущение, что она хочет быть отдельным раскладом. Если да, то она будет четвертая сейчас. Вот так. Так, третий расклад. Угу. Угу. Здесь не вышло ни одной перевернутой карты. Давайте попробуем, посмотрим. Четвертый. Монара. Так. Угу. Так. Угу. И почему-то такая у меня интересная комбинация идет. Ну, вот так. Действую так, как идет. Получилось необычно. Так. Ну, посмотрим, захочется ли каких-то подсказок вытянуть еще. Да? Ну вот сейчас, смотрите, получилось очень визуально так по-разному. Да? Выбирайте сейчас первый, второй, третий, четвертый расклад. Пожалуйста, не торопитесь, закройте глаза, сделайте глубокий вдох, медленный выдох, сосредоточьтесь на своих внутренних ощущениях и вот увидьте какую-то цифру или увидьте тот расклад, который относится именно к вам. А я приступаю к расшифровке первого расклада. Так, ну что ж, вот он первый расклад, приступаем. Угу. Так.
Смотрите, первое, что бросается в глаза, это то, что снова идет на теме любви к себе какие-то запреты. На эти запреты и страхи. Очень много запретов, страхов и подверженности, может быть, чужому мнению. И у меня такое идет ощущение, что вы любовь к себе почему-то воспринимаете через социум, через то, как вы проявляете себя в социум, через то, что и сколько вы выдаете в социум. Вот такое ощущение, что вам для того, чтобы почувствовать себя значимой, почувствовать себя любимой или почувствовать себя вот, важной, вам необходимо что-то отдавать вот, людям, социуму, как будто бы помогать, распространяться, расширяться в социум. В этом есть некоторая такая обманка, потому что у вас идет ресурс наружу, но нет ресурса внутри. Вы не направляете ресурс в себя, не направляете любовь, вот эту ресурс, заботу, не направляете в себя, идете как будто бы вот все время наружу. У вас вот эта вот тема нелюбви к себе, она идет с детства. Но, в принципе, это логично, да, то есть даже и без карт можно сказать, что на самом деле я очень много с этим сталкивалась в сессиях тета-хилинг с людьми, которые ко мне приходят на сессии, и в своих проработках, да, то есть вот темы уважения к себе, любви к себе, поддержки себя, они идут, как правило, из детства, из того, что сформировано во взаимоотношениях с родителями. В первую очередь, да, и здесь я очень четко вижу, что вот нелюбовь к себе и то, как она проявляется, она идет из, вот прям очень четко идет из детства, из взаимоотношения с ровесниками, возможно, с братьями, с сестрами, но прежде всего, конечно, и взаимоотношений с родителями. И здесь вот есть какая-то, знаете, такая некая надломленность, какая-то, знаете, потеря силы, которая вот она идет, получается, она корнями уходит в детство. И это вас очень сильно ослабляет. Это вас делает, знаете как, это вас закрывает от вас ресурс. Вы и здесь себе ресурс не даете, ну, конечно, потому что вас здесь, вас в детстве вам это не показали, вам это не дали. Ну, ваши родители сами этого, скорее всего, не умели. То есть наши родители, они могут нам то, что они сами имеют, и то, что они сами умеют, и то, что они сами знают. Поэтому мы здесь не для того, чтобы говорить, что наши родители там какие-то неплохие, они нас не любили, недолюбили и так далее. Нет, совершенно не об этом. Просто мы видим, да, здесь в данном случае, что корнями вот это отсутствие заботы о себе, истинного проявления любви к себе идет вот прям вот глубинного, знаете, такого глубинной заботы, глубинной любви, глубинного понимания, принятия себя идет с детства. И здесь у вас закрыт вот этот вот ресурс, он у вас закрыт, поэтому у вас и здесь его нет, да, это вот в теме любви к себе у вас очень много блоков, страхов, каких-то ограничений. Вот, кстати, интересно, напишите, если вы участвуете именно в этом раскладе, насколько у вас проявляются какие-то, знаете, такое ощущение, что даже это может проявляться в виде болезни, да, психосоматики, может быть, в виде какого-то пониженного иммунитета, может быть, в виде каких-то аутоиммунных заболеваний, может быть, в виде кожных заболеваний. Знаете, вот прям идет вот такая вот какая-то агрессия внутренняя, на себя направленная агрессия. Может быть, вот кто-то, кто это смотрит, может быть, часто простужается, знаете, вот может прям быть такая склонность как будто бы к простудным заболеваниям. Но зато при этом вы считаете своим долгом все всем отдавать. Понимаете, в чем диссонанс? Вы сами себе не даете ресурс, но в условиях нехватки ресурса в себе вы умудряетесь отдавать что-то вокруг, что-то в социум отдавать.
Вот как-то так. Что рекомендуют карты здесь? Знаете, мне так считывается перестать... Вот здесь идет как будто бы перестать учиться, но знаете, мне так считывается перестать зарабатывать себе, как это по-русски сказать-то, вот похвалу, что ли, да, чтобы вас оценили, чтобы вас похвалили, чтобы вами гордились, знаете, вот особенно родители, родственники, да, то есть вот перестать заслуживать вот эту вот мнимую любовь, похвалу, уважение через проявление себя как, знаете, успешного ученика, студента, пойти учиться туда, куда мама с папой считают нужным, пойти работать туда, куда мама с папой направляют, туда, где для социума это будет правильно, да, туда, где вы куда-то пошли или вы что-то сделали, и вот вас по головке погладили, сказали: вот, молодец, умная девочка, все правильно делаешь. То есть вот уходить из вот этой системы мышления. И вот больше внимания обратить на себя, на свои внутренние ощущения и на свои истинные желания. Вот так вот интересно идет. Даже не знаю, нужно ли здесь что-то еще добавлять. Давайте посмотрим. Смотрите, здесь сила перевернутая, здесь перевернутая сила выходит. Действительно, как я и говорила, да, вот это вот такое большее, такое вот проявление, может быть, нелюбви к себе или такое желание заслужить чью-то любовь, оно идет все-таки больше от семьи, да, от родственников, от предков, оттуда. Здесь такая мечтательность какая-то идет. Интересно, что здесь и здесь кубки, да, и здесь кубки или чаша. То есть это у вас где-то, знаете, на чувственном уровне, на глубоком чувственном уровне. То есть вам необходимо исцеляться через внутреннее такое исцеление, через чувственный уровень, через эмоции, через какую-то, может быть, какие-то психологические проработки, может быть, эзотерические проработки. Знаете, мне прям идет, что могут быть полезны вам медитации, либо какие-то практики, связанные с голосом, с творчеством, может быть, с вокалом, да, с пропеванием вокала, с какими-то интуитивными практиками. То есть вот идут какие-то интуитивные практики, какие-то творческие практики, то, где вы можете работать со своими чувствами, со своими эмоциями, какая-то, может быть, даже глубокая внутренняя ранимость, но вот такое ощущение, что вы ее прячете. Да. Такое ощущение, что вы ее прячете. Во-первых, может быть, ваша мама передала вам эту модель, да, поведения, то есть она была такой сильной, такой строгой, такой мудрой, знаете, вот, внешне, да, вот такой сильной, строгой, может быть, знаете, а-ля какой-то учительницы, да, то есть вот какой-то такой внешний слой такой твердости, и свои внутренние переживания, внутренние ощущения, чувства, они скрывались. И у вас на самом деле вы очень чувствительны внутри, но как будто бы вы это тоже научились, может быть, скрывать, да. Да, если вы научитесь это проявлять вовне, свои чувства, свои эмоции, то у вас произойдут очень важные сдвиги.
Если, например, сейчас у вас есть такая ситуация, что вы уже много лет не можете наладить свою личную жизнь, например, да, у вас что-то, есть какие-то неудачи в личной жизни, ну или вы так это ощущаете, то вот как раз поработав со своим внутренним состоянием, с чувствами, с эмоциями, с раскрытием того, что есть внутри, у вас очень-очень хорошо и сильно меняется ваше пространство и меняется то, что с вами происходит. Смотрите, сразу выходит аркан влюбленные. Так. Да, интересно, что когда, вот смотрите, вы проявляете себя вовне, как будто бы вы хотите светить вокруг, да, вы хотите служить миру или вот быть везде, или вот как-то расширяться по миру, может быть полезным миру, да, но при этом у вас глубокий, может быть, внутренний какой-то застой или кризис, вот прям не хватает ресурса на это. Не хватает ресурса, и все, вы лежите, и вот, кстати, что у нас здесь? Вот девятка и девятка, одинаковые карты идут. То есть вы, вот у меня такое есть ощущение, что вы очень стараетесь проявлять себя вовне или для людей, или состояться в социуме, или быть полезной людям, но внутреннего ресурса у вас нет, вы абсолютно истощены изнутри. И здесь перевернутая карта силы, да, и здесь вы уходите в детство, здесь вы стараетесь расширяться, но есть внутреннее истощение. Понимаете? Да, разбирайтесь, включайте внутреннее чутье, делайте какие-то интуитивные духовные практики, работайте с женскими энергиями, работайте со своими программами вот по женскому роду, да, по женским таким историям. Работайте с программами женщин вашего рода. Это можно делать на Theta Healing очень хорошо. Если вам необходимы какие-то уточнения, вот сейчас же общий расклад, если вам необходимо более точно посмотреть на какую-то из ваших ситуаций или на выбор, который вам необходимо совершить, то приходите за индивидуальными раскладами Таро. Вы можете обратиться ко мне по почте, я напишу ее в описании видео, либо в Инстаграм в директ. И очень рекомендую, вот прям очень будет полезно поработать любыми интуитивными практиками. Все, что развивает интуицию, все, что работает с подсознанием, на уровне подсознания, все, что работает с какими-то родовыми такими историями, родовыми убеждениями, родовыми программами. Theta Healing с этим очень хорошо работает. В целом любые практики, которые именно будут работать, вот прорабатывать ваши подсознательные истории, да, ваши подсознательные блоки, которые будут давать вам ясность, которые вашу чувственную часть будут доставать наружу, которую поможет вам это прорабатывать ваши страхи, ваши ограничения, ваши вот какие-то, ваш вот этот вот недостаток энергии, недостаток сил. Вот. Обращайтесь, да, к таким практикам, которые вам помогут. И начинайте видеть себя, и начинайте видеть свои собственные желания. Вот сквозь все такое наносное, навязанное, что вам показали или дали какие-то другие ориентиры, какие-то чужие желания, да, вот смотрите сквозь это и учитесь видеть себя, учитесь видеть свои собственные желания, свои приоритеты, вот прям ставьте себя в приоритет и учитесь видеть себя. Ну, такой расклад, давайте посмотрим, может быть, ангелы что-то хотят добавить.
Adventure. Это что у нас? Adventure. Приключения. То есть вот ангелы призывают вас к приключениям, говорят о том, что жизнь — это приключение. Будьте готовы к разным возможностям, будьте готовы к тому, что вы не ожидаете. Избавляйтесь от некоторых привычек, которые вас держат, да, якорят там, где вы находитесь. Учитесь, знаете, удивляться, какое-то чувство удивления, чувство такой авантюрности какой-то, да, приобретать. То есть вот учитесь воспринимать жизнь как приключение. Вот такая рекомендация от ангелов. Ну что ж, вот такой вышел первый расклад у нас. Пожалуйста, отпишитесь в комментариях, как вам ваш первый расклад. Что думаете, что откликается, как вы это чувствуете, полезны ли вам рекомендации, которые дают вам карты, как вот все, что я вам произнесла, да, как это проявляется у вас. Буду очень благодарна, если вы будете делиться. И я приступаю ко второму раскладу. Ну что ж, вот он, второй расклад. Открываем карты. Так. Угу. Так, давайте посмотрим. Ну, первое, что бросается в глаза, это то, что основные, главные, да, старшие арканы, они в этой части расклада, и младшие арканы в этой части расклада. Что интересно, вы довольно-таки по этому раскладу, вы такое ощущение, что у вас, знаете, у вас и очень сильно может проявлена быть какая-то, знаете, такая жизнерадостность, и в то же время вот как будто бы вас может качать из жизнерадостности в какую-то, ну вот в такое состояние, знаете, погрустить, попереживать, подумать, посидеть, вот что-то вот такое. Вы не всегда пользуетесь теми возможностями, которые вас дают. Вы очень много возможностей упускаете, хотя у вас шансов на это очень много. Вот у вас очень много энергии, причем эта энергия идет от женщин вашего рода. И в целом, может быть, не только от женщин, да, но в целом у вас вот такая прям энергия от рода, от ваших предков идет очень-очень-очень такая прям позитивная, да, очень много энергии, очень много сил. В целом у вас должно быть много сил, но по какой-то причине, вот по какой-то причине вы что-то упускаете. Даже вот не знаю пока что, может быть, мы это увидим позже. Вы тоже наверняка увлекаетесь какими-то духовными практиками, может быть, йогой, какими-то медитациями, может быть, какими-то эзотерическими практиками, какими-то энергетическими практиками. И это очень сильно восстанавливает ваш ресурс. Очень сильно восстанавливает ваш ресурс. Что я вижу, это то, что вы очень к себе требовательны. Знаете, прям какая-то, может быть, повышенная требовательность к себе и как будто бы страх ошибок. Знаете, вот страх наступить не туда, страх провалиться, страх, когда вот шаг не так делают, как-то тоже не приходит сейчас слово, вот это вот, когда вы идете, оступиться, вот оно это слово. Очень-очень, знаете, строгое вы, что ли, к себе почему-то. У меня идет это, интуитивно это идет опять же, от ваших родителей, от ваших предков, вот эта вот требовательность, вот этот страх ошибиться, страх оступиться, страх что-то сделать не так. Понимаете? Идет вот прям вот очень сильно здесь выделяется.
Да. Знаете, может быть страх, знаете, показаться глупой, неуместной, страх, что вас осудят. И это, естественно, вас, знаете, ограничивает. Это вас ограничивает в ваших проявлениях. А энергии в вас много, и вы эту энергию черпаете постоянно. И у вас очень может быть проявлена привлекательность, сексуальность, знаете, вот какая-то жизнерадостность, к вам могут тянуться люди, вы можете прям, вот знаете, может быть, вам говорят, что вы такая светлая, яркая, вы привлекаете людей, вы освещаете вообще все, что находится рядом с вами, то есть вот какое-то вот такое вот идет ощущение, но вы периодически как будто бы об этом забываете или вам не хватает чего-то. Вот не знаю, пока еще не понимаю, к чему вот эта карта. Сейчас посмотрим, как это уточнить, да. Но вы как будто бы уходите периодически в какие-то периоды погрустить, погоревать там, или вот попереживать. И упускаете какие-то шансы при этом, которые вам даются. Так. Да, абсолютно точно. Смотрите, у вас очень много энергии, но вы как будто бы недостаточно действуете. Вы упускаете постоянно, ну, может быть, не постоянно, да, то есть, но часто, возможно, да, вы упускаете какие-то шансы, упускаете, может быть, какие-то знакомства, может быть, отворачиваетесь, да, или не принимаете, вот как будто бы боитесь принимать людей в свой круг, как будто бы боитесь знакомиться, боитесь сотрудничать, возможно, боитесь какие-то союзы создавать. То есть вот к вам люди тянутся, и у вас очень большой потенциал, но вы все время, ну, вы часто что-то упускаете, вы сидите на месте и не действуете. Может быть, мне сейчас идет так, что, может быть, вы как-то таким образом, ну, знаете, экономите себе энергию. Типа, я не буду растрачиваться на других людей. Вот я вот аккумулирую эту энергию в себе, побуду для себя. Вот как-то вот так это может у вас проявляться, как сохранение энергии. Но когда вы это делаете, вы пропускаете возможности. И вы не реализуете себя, вот в чем прикол. То есть у вас очень большой потенциал, а вы вот какие-то возможности реализовать свой потенциал упускаете. Вы упускаете возможности для сотрудничества, для развития бизнеса или для развития отношений. Можете вот что-то упускать. Так. Сейчас мне другую колоду сюда хочется привлечь. Так. Хочется мне сюда другую колоду привлечь в этот расклад. Да, то есть у вас действительно много энергии на движение. У вас могут быть идеи, знаете, вот какой-то такой энергии, идей может быть много. И у вас, знаете, у вас проявляется очень, вот такое идет ко мне чувство, что у вас очень проявляется честность, что вы хотите честно и благородно действовать. Вот вы не любите, знаете, вы не любите какого-то обмана, каких-то двойных игр, каких-то вот таких вот историй, да, какой-то хитрости, какой-то нечестности. То есть вы вот здесь вот как на ладони. А вы любите, когда игры играются открыто, когда люди честны друг с другом, когда с вами честны, когда вы честны с людьми. И вы так на ладони, может быть, даже есть такое ощущение, что, может быть, даже вы как на ладони у людей, как будто бы вас очень тоже хорошо видят люди. Да.
вас видят, и у вас очень большой потенциал энергии, очень большой потенциал, знаете, приводить людей к балансу, к гармонии, вообще гармонизировать все, что вокруг вас находится, гармонизировать себя. Возможно, вы заботитесь о своем теле, да, возможно, вы стремитесь к гармоничному питанию, к каким-то практикам, которые приводят вас в гармонию, к каким-то продуктам питания, ну или каким-то системам. Вот также я говорила, да, возможно, вы занимаетесь йогой или еще чем-то. То есть у вас, вот в вас это все есть. Но вот вы что-то при этом все равно упускаете. Как будто бы, знаете, стесняетесь, может быть, поделиться с людьми тем, что вы знаете, тем, что вы умеете. Может быть, знаете, у меня еще такое, может быть, ощущение, что как будто бы вы, несмотря на то, что вы можете быть на ладони у людей, вы все равно как будто бы стесняетесь того, что люди увидят вас настоящую, увидят вас истинную. Как будто бы люди могут увидеть больше, чем вы хотите им показывать. Вы боитесь быть, знаете, ошибаться, что ли, насчет людей. Как будто бы вы можете бояться принимать ошибочные суждения о людях. Можете бояться быть несправедливой. И это может быть причинами того, почему вы недостаточно раскрываетесь. И вот это вот суждение о себе, вот такие вот суждения, какое-то, может быть, осуждение, боязнь ошибок, да, боязнь оступиться, боязнь делать что-то не так, оно может быть корнями уходить в какой-то ваш, знаете, в какой-то ваш предыдущий опыт. То есть где-то был такой опыт, либо во взаимодействии с любимым человеком, либо с какими-то важными для вас людьми, либо в обществе, да, где ну, что-то пошло не так. Вот этот ваш предыдущий опыт, он на вас влияет. У меня есть такое ощущение, что вы недооцениваете ваш предыдущий опыт, да, вот тот путь, который вы прошли, вы как будто бы его не цените. Как будто бы либо он кажется вам незначимым, либо он, ну вот да, такое ощущение, как будто бы вот тот путь, который вы прошли, он кажется вам незначимым. И как будто бы вот те достижения, возможно, которых вы достигли, вы недостаточно их цените. Вот есть у меня такое ощущение. Да, то есть те препятствия, которые вы преодолели, тот путь, который вы прошли, то, чему вы научились, то, чего вы достигли, тот уровень, к которому вы пришли, та сила, которой вы достигли. Вот такое ощущение, что вы это не цените или недооцениваете. Ну, соответственно, что сделать? Отпустить, да, свои представления о себе, опустить свои представления, может быть, о своем опыте, как о чем-то незначащем. Перестать быть настолько строгой и вот все время приходит вот это слово про judgment, да, знаете, осуждающий, что ли, вот суждения отпустить свои, осуждание, где вы себя осуждаете, где вы судите себя за какие-то свои ошибки, промахи, проступки, какие-то неудачи. Вот отпустить.
То есть идет вот так, переворачивается карта, еще одна очень важная. Причем и здесь очень прям судьбоносная такая карта, очень серьезная, да, которая говорит о том, что нужно что-то отпустить старое. Она говорит о трансформациях, о необходимом каком-то, знаете, уничтожении чего-то для того, чтобы обрести что-то новое. И вот тоже очень-очень важная карта, опять же, justice, да, справедливость, вот какой-то такой строгости, взвешенности, она тоже здесь переворачивается. То есть вот прям отпустить, да, вот эту строгость и отпустить вот это внутреннее суждение о себе отпустить. Быть готовым к трансформациям, быть готовым к своему какому-то обновлению, да, вот отпустить старое, то, что было, признать свой опыт, признать то, чего вы достигли, и идти вперед, обнулиться и идти вперед. Да, и начать уже замечать то, что вам дают. Начать уже замечать те шансы, которые вам дают, знакомства какие-то, которые вам даются, возможность каких-то отношений или какого-то сотрудничества, или каких-то вот чего-то, каких-то возможностей, каких-то шансов, которые дают вам просто с небес. Вот здесь вот, видите, та же самая карта, просто других колод. Вот здесь вы это не принимаете, не замечаете. Здесь вам предлагается начать это замечать и начать принимать вот эти шансы, возможности, осмотреться по сторонам. Потому что вы сидите, вы как будто бы смотрите в какую-то одну сторону, да, то есть не туда смотрите. И вот такая какая-то есть статичность, может быть, какая-то грусть, какая-то печаль. И здесь то же самое. Вам предлагается из этого состояния выходить. Угу. Да, начинайте выходить из этого состояния, начинайте выбирать. Это что-то, вот, что вам может помочь выходить из этого состояния. Вот как ни странно, какой-то выбор может быть материальный, может быть выбор, который касается вашей работы, вашего бизнеса, заработка, или выбор дела, которым заниматься, или выбор обучения, или выбор мужчины, или вот что-то, что будет, вот знаете, таким каким-то вот земные такие энергии, что-то такое материальное, стабильное. То есть вот получается, что что-то новое как будто бы выбирать. Вот как-то так. И если есть какие-то, знаете, какие-то программы нехватки денег или бедности, да, то, соответственно, тоже из этих программ выходить. Угу. Давайте посмотрим, будет ли какая-то рекомендация от ангелов. Да, то есть я утверждаюсь в том, кто я истинно есть. Вытаскивайте себя, свою истинную себя наружу. Ну что, это был второй расклад. Пожалуйста, напишите в комментарии, как он вам откликается, а я приступаю к третьему раскладу.